Представители знака зодиака Козерог. Я приветствую вас, мои дорогие Козероги. Таро-прогноз. Февраль-март 2025 года. Момент перехода между прошлым и будущим. Узнай, к чему все идет. И может быть такая ситуация, как и в феврале, так и в марте, за счет множественных астрологических аспектов, когда словно уплотняется пространство. Наша задача увидеть вот ту данность, в которой мы находимся в моменте здесь и сейчас. Принять ту правду без розовых очков. Может быть, это будет какая-то новость. Или наша ведь задача адаптироваться. Это основная задача на весь 2025 год. Но где-то и за счет Урана, который теперь уже в прямом движении в знаке зодиака Телец и в феврале, и в марте. И вы относитесь к стихии Земли, ваш знак зодиака, как и Телец, поэтому где-то вы можете это чувствовать острее. Мы могли прежде предполагать, что что-то пойдет не так, или были какие-то надежды, а вот здесь какая-то данность для нас будет абсолютно точно проясняться, поэтому главная задача – адаптироваться к тому, что есть. И помним, жизнь не бывает полностью предсказуема. Порой приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Давайте узнаем, какие же карты. И у нас сегодня две колоды. Первая – это колода 78 дверей. Это метафорические карты. И мы у них спросим мир внешний. Что вокруг вас происходит? А мир внутренний нам покажет вторая колода Таро. И я так надеюсь, каждый, понятно, когда смотрит любой Таро-прогноз, расклад, мы ведь думаем о своем. Может быть, в этом состоянии наше сознание, оно более свободно от конструкций ума. Мы допускаем как раз эти самые альтернативные варианты развития событий. И значит, что-то можем просчитать. А вот смотрите, тут словно ваш выход на авансцену, девятка жезлов, это мы всегда, ну, как были в каких-то стесненных условиях или какой-то период ограничений. Следующая карта у вас выпадает император. Это можете быть вы сами. Все зависит от того, какие задачи вы ставите перед собой. Имеется в виду цели. Вообще, в принципе, какие планы ваши на жизнь. И у каждого ведь тут по-своему. Один хочет тишины, покоя и никаких перемен. А другой, наоборот, готов построить карьеру, готов, может быть, поехать куда-то, но имеет грандиозные планы, замыслы. Поэтому для тех, кто как раз про карьеру или то, что вы себе задумали, по аркану император это вы можете как и согласовывать, допустим, с чиновниками, получать какие-то важные бумаги или отправляться в инстанции, в банки, кстати, или напрямую сильными мира сего, может быть, какой-то контакт с одним человеком, но это ключевая персона. Но это и вы сами где-то вот в этих энергиях. Помните единственное, что императоров, как я часто говорю, есть два мнения, мое и неправильное. Поэтому здесь важно не погорячиться будет. Или мудрый император, вот будьте мудрым императором, потому что он поставил перед собой цель, намерение. Но и ведь император, от него много что зависит, или многие люди от него зависят. Поэтому мудрый император готов корректировать какие-то мелкие планы, чтобы основная цель была достигнута. Но, видимо, так вот аккуратно. После девятки жезлов, может быть, напрямую у кого-то ситуация подобная той, что вы что-то ожидали долгое время. И по независящим от вас причинам у вас не получалось осуществить, или это было связано с регламентом каким-то, к примеру, по документам, когда мы вынуждены ожидать. Вот здесь, значит, как будто лед тронулся, будет какая-то возможность. И мы достанем с вами по 3 карты. Это энергии февраля мы смотрим. И достанем 3 карты энергии марта. О чем нам расскажут карты? К чему все идет или момент перехода между февралем и мартом? Для чего это все было нужно? Давайте узнаем. Тоже 3 карты. Далее. Что уходит из вашей жизни, или вы откажетесь сами, или будете видоизменять, как-то реструктурировать. Ну, уже требует какое-то дело, может быть, вашего пересмотра. Вот давайте мы узнаем этот момент. В чем ваша сила, какие энергии вам помогают, и что будет дальше? Узнаем. Итак, смотрим февраль. Все дороги перед вами открыты.
Правда, кто-то решит злободневную проблему, или, по крайней мере, вы будете точно знать, что вы хотите продолжать. По этому аркану, обратите внимание, человек уже вышел за эти врата. Все, уже прошлое оставил позади. У кого-то может проиграться переезд, у кого-то по работе, смена работы. Может быть, вы и не найдете именно в феврале эту работу, но самое главное – внутренняя готовность. От чего-то вы отказываетесь или понимаете, что вот это или в этом контексте я больше с этим не хочу взаимодействовать. Вот какое-то важное решение, потому что по 8 кубков мы ищем выход из создавшегося положения, и главное, мы находим. У кого-то это будет связано, правда, с информацией или предложениями. Предложениями по части, может быть, и личной жизни. Или тут я допускаю, что кто-то может и поставить точку, но, наверное, у каждого по-своему, правда. Все же хоть и объединяет один знак зодиака, но мы все разные. Ну вот, к примеру, если были какие-то тягостные, сложные отношения, вам захочется быстрее выйти. И карты живут своей жизнью. То действительно у вас получится какое-то намерение, как будто выход вы видите, и возможности у вас будут. Может быть, эти возможности по аркану император, как я говорила, обращение в высокие инстанции или решение какого-то вопроса. И обе карты еще не показывают, что мы завершили это дело. Но то, что оно будет продвигаться, это совершенно точно. Но, наверное, нам нужно, вам, мои дорогие козероги, определиться вот в своей душе, чего же я хочу. Вот основная задача на февраль. Или чего я не хочу. Вот если задать этот вопрос, поверьте, тогда наши желания, они более четко вырисовываются. Потому что мы редко себе задаем вопрос, чего я не хочу. Вот так, если подумать. И если мы зададим, чего я не хочу, чтобы повторилось, или в какой ситуации не хочу оказаться, и после этого задать, от чего же я желаю, поверьте, тогда более стратегия такая четкая у вас появится. И вот, видимо, где-то в таком тонком нюансе вы будете проводить параллели или говорить самому себе, может быть, откровенно, итак, что я буду продолжать, готов или готова продолжать, или, может быть, и изучать, потому что тут ведь горизонт, панорама новая, тут уже какие-то новые возможности, и здесь у каждого по-своему. Император – это карта статусная, и она будет говорить не только о статусном человеке или персоне, с которой вы будете контактировать, но она еще может говорить и о вашей личной жизни, опять же, когда вы задумаете смену статуса, опять же, у каждого по-своему. И вы знаете, я должна сказать, у кого сейчас в семье, допустим, в вашей паре все хорошо, то по аркану Луна, ну, это часто эмпатия, нежность, это близкие, родные люди, это взаимоотношения, это где-то и чувственность, и одновременно доверие. Поэтому для тех, кто в паре, и когда у вас все в порядке, здесь, значит, будет и также дальше продолжаться, но, может быть, вот ваши какие-то желания по части работы или продолжения, ну вот какой-то деятельности, вы можете видоизменять. Но у кого-то, кстати, это может проиграться партнер по браку, который вот такой, как император. Такое тоже могу допустить. И император, как я уже говорила, может быть и несговорчивым, а может быть и мудрым. И тут немножко у каждого по-разному. Для тех, кто один или одна, вы знаете, тут тоже, в принципе, карты не говорят, что не может состояться знакомство. По аркану Луна у нас 1000 неопределенностей, и я могу предположить, в совершенно неожиданном месте может состояться знакомство. Вы можете пойти решать какие-то вопросы по делам, по документам, и кто знает, эти контакты могут продолжиться. По аркану Луна, безусловно, есть всегда еще и предупреждение. Я перечисляю все основные пункты, а вы перекладываете на свою жизнь и на ту обстановку, мои дорогие козероги, в которой вы находитесь. Так вот, по аркану Луна, если вы случайно находитесь в толпе, помните, вам в другую сторону. Потому что избегай толпы. Есть такое выражение. Меня несет толпа. И когда мы находимся в ней,
мы не управляем собой, а у вас рядом карта император. Поэтому вот как-то так обходите те места, где скопление народу. Может быть, вам придется договариваться с вот таким сложным, жестким императором, тоже не исключаю. Ну, тогда обратите внимание, аркан Луна, старший, вообще это два старших аркана, поэтому на вас действительно будут влиять обстоятельства извне. И если по этой колоде принципиальное значение имеют двери, открыты или закрыты, и каков ключ, то ключа нет. У нас показан хамелеон. И для того, чтобы эта дверь открылась, нам нужно будет договориться с хамелеоном. Поэтому будьте готовы к компромиссу. Будьте где-то и гибче, и хитрее, может быть, даже так. Не делайте ничего такого, чтобы вам могло повредить. Именно с вашей позиции, именно с ваших действий. Ведь прообраз этой двери – это как дверь, которая ведет в Пизанскую башню. Да, вроде бы и под наклоном, и башня падает. Она падает столетиями, и мы знаем, что еще она столетия хорошо простоит. Поэтому нам карта подсказывает тебе, как будто нужно попасть в место безопасное. Вот это такой тонкий нюанс. Не навредить себе. Учтите. И у каждого по-своему. Может быть и не поссориться, может быть и к компромиссу быть готовым. И тут ссоры могут быть разные. Мы можем как возражать против, допустим, ну, какой-то точки зрения высокого чиновника, но мы можем точно так же возражать против точки зрения близкого человека. Давайте посмотрим. Мир внутренний. Победа точно будет. Посмотрите. Но по этому аркану мы должны ее удерживать. Мы не можем расслабиться и все контролировать. Поэтому, может быть, вот таким мудрым императором вам действительно придется быть. Но победа уже в кармане. Да, придется еще и поступать по закону. Поэтому действительно, может быть, какие-то очень важные решения, которые вы будете или шаги предпринимать в феврале, вам нужно, чтобы это не нарушало закон. Ведь в первую очередь королева мечей – это карта независимости. Но это не через доказательство независимость. Это умение, ну, может быть, и отступить полшага назад в тех случаях, когда доказывать бесполезно. Потому что сохраняйте вот эту победу. Конфронтация здесь недопустима. Но с учетом таких энергий я могу предположить, что кого-то будут провоцировать или могут, ну, условно так, бросая перчатку на какую-то словесную дуэль. Или у вас у самих такое может зародиться желание, потому что, ну, вы не совсем будете согласны. Помните, что ваша задача идти вперед. Или, может быть, для кого-то буквально обучение такое тоже может проигрываться. Так или иначе, понимаете, принцесса Пентакли, деньги. Здесь как новая концепция денег. Изучение может быть как финансовая грамотность. Может быть получение каких-то скиллов, навыков. Ну, здесь по-своему у каждого. Но самое главное, начало какого-то либо финансового проекта, либо по работе что-то как новое, либо себя перестроить, может быть, приходится. И это все для чего? Чтобы вот эту победу или ваши как позиции нужно сохранять. И при этом быть хладнокровным. Обратите внимание, бледное лицо у нашей королевы. Что же в марте? Еще одна карта нам выпадает, которую мы с вами... Она перевернулась, выпала вместе с императором. И девятка жезлов, вот нам показан человек, если двери, да, мы говорим, принципиально имеет значение, то дом не имеет дверей. Это человек, как мастер, изготовил эти двери, и теперь он их поставит и сделает свое жилище более надежным. У кого-то могут проиграться вообще вопросы, связанные с домом, недвижимостью, но и себе не навредить, это точно. Аккуратно мы выходим из как место или периода вот таких ограничений, и при этом нужно все подмечать, что происходит вокруг вас. Сохраняйте себя. И где-то на февраль точнее, тоже подобная энергия. И договариваться придется. Это карта, двойка пентаклей, карта синхронности. Ныряльщики. Они демонстрируют как представление. Но представление только тогда будет успешным, когда будет вот эта договоренность, слаженность в работе. Не должно быть каких-то острых углов. И это двойка пентаклей. Ну, где-то говорят, и с деньгами будь аккуратней. Но сказать по этим двум картам, что какие-то такие, знаете,
быстрые, скорые перемены с метаморфозами по этим двум картам я не могу. Обе карты говорят о том, что гибкость, осторожность в марте месяце, куда-то не торопиться. И, пожалуйста, и вы можете решить какую-то проблему по части финансов, кто-то получит деньги. Может быть, эти деньги задерживались где-то, как то, что вы заработали, но по каким-то причинам не дошли. И здесь у каждого по-своему. И если мы говорим двери, вы сами открываете двери. Нет для вас закрытых дверей. Понимаете? Вот единственное февраль. Есть такой вот случай. Может быть, это не для всех проиграется, почему я сказала. Для тех, кто в паре, те, кто люди семейные, это вы уже как будто за этой дверью, и тогда вот этот может быть хамелеон. Вы как друг с другом заодно. Вы не откроете эту дверь тому, кому не следует. Но так вот, в принципе, для вас нет каких-то препонов, мои дорогие козероги. А девятка пентаклей как раз о благополучии и о получении денег. Давайте узнаем. Мир внутренний. Ваши ощущения. Какие задачи, вопросы или ваше мировосприятие. Правда, деньги будут. И вот смотрите, мы же тоже, опять же, разные. У кого-то денег, говорят, много не бывает, но у каждого свое понимание, сколько денег нужно или сколько необходимо. Потому что мы все разными делами какими-то занимаемся. У кого-то это бизнес, а кто-то все же работает по найму, ходит на оклад, да, выходит. И желание большей суммы, безусловно, оно будет превалировать и, может быть, подталкивать вас к каким-то важным решениям. Но у кого-то напрямую будет вопрос, когда нужно словно закрыть какую-то финансовую брешь. И вот вам, считайте, как высшие силы помогают. Шестерка пентаклей – это и есть такой прообраз, что нам кто-то помогает. Ну или буквально карта может свидетельствовать о каком-то удобном моменте, когда вы можете решить, закрыть какой-то вопрос или конкретном человеке, который к вам приходит на помощь. Так вот, если у вас действительно патовая ситуация, предположим, вам нужно провести какой-то платеж, может быть, у кого-то налог, может быть, это у кого-то погасить кредит, например, а именно ваши деньги задержались, тогда в вашем окружении карта говорит, вы найдете человека, который вас выручит. Или это может быть еще человек, который даст дельный совет. Но и деньги-то у вас, безусловно, будут. Для большинства именно получение денег и какие-то новые возможности. Единственный момент. Вот почему, может быть, вот эти двери нам демонстрируют. Не давайте в долг. Когда идет шестерка пентаклей, это, знаете, мы когда принимаем на свои нужды, вот тогда нам эта выручка приходит. Но если у нас кто-то просит денег в долг, ну, вообще деньги в долг, разные, конечно, тоже обстоятельства бывают, но есть такая поговорка. Хочешь обрести врага, одолжи другу денег. Поэтому денег в долг все же не давать. И карта говорит, прописано, помни, рука дающего завтра станет рукой просящего. Будьте аккуратны. Что еще ваши ощущения? Ну, деньги есть, да. Тут действительно какой-то может быть и конфликт, потому что деньги, может быть, кому-то прежде были одолжены, и вы их до сих пор не получили. Тем не менее, деньги уже нужны вам самим. Тогда есть какие-то аккуратные, через договоренности, опять же, отнюдь не угрозы ни в коем случае, а именно договориться каким-то, может быть, более хитрым способом. Вы сумеете, чтобы не было конфронтации. Пятерка мечей – это первая победа. По ней мы всегда, нам кажется, ну, я сейчас все сказал или все сказала, доказала. А на самом деле нет. Человек, может быть, молчит, развернулся и ушел, но он остался при своем мнении. Поэтому карта говорит, конфронтация – это только иллюзия. Здесь тебе, наоборот, где-то осложнит ситуацию. Ты с этим человеком, так оно в жизни и бывает. Тебя судьба еще сведет, и тебе тогда будет сложнее с ним держать какой-то диалог, если прежде была какая-то ссора. Поэтому будьте внимательны. Хотя что-то вам может тут и не нравиться. Вы можете столкнуться, кстати, на самом деле. Кому-то надо будет срочно какой-то платеж произвести. Увы, по принципу мечей иногда приходят проверяющие, поэтому будьте внимательны. Вам ничто как бы извне не угрожает. Или извне нет каких-то ситуаций, которые вам, ну, словно барьер какой-то ставят. А вот эмоциональное состояние, оно может зашкаливать.
по пятерке мечей. И доказать хочется, и настоять на своем хочется. И часто по принцу мечей трактовка в этой колоде карт — бунтарь без причины. Все понятно, да? Поэтому какие-то люди могут вас буквально раздражать. Поэтому, мои дорогие козероги, держите марку. К чему все идет? Момент перехода между прошлым и будущим. Так вот, к чему все идет? По пажу кубков, обратите внимание, человек идет с какой-то рогатиной. Да, мне писали как-то, что это не рогатина, а лоза. Он ищет воду. Хорошо, он ищет воду. Это, кстати, очень достаточно молодая колода. И согласитесь, в наше время 1001 способ, чтобы эту воду найти более достоверным способом. Убивает время человек. Вот вам нельзя убивать время. Вам нельзя чего-то ждать просто так. Того, может быть, как человек, который не придет. Или какие-то на себя розовые очки одеть, что тот или иной вопрос решится сам. Вот нет, тут все же вам самим нужно с чем-то наперво определиться. И только после этого, может быть, адаптироваться к какой-то ситуации. А потом искусство мелких шагов, пусть неторопливо, но именно после того, как вы знаете, куда же я пойду, или чем я буду заниматься, чего хочу, чего не хочу, да? Мы долго говорили, я не останавливаюсь. Но, видимо, вот такая более сглаженная, слаженная, точнее, траектория, когда вы понимаете, зачем вы какие-то действия выполняете, или зачем вы куда-то отправляетесь, или зачем вы ищете контакты с конкретным человеком, или какая проблема у вас должна решена быть. Вот здесь что-то нужно вам конкретизировать. И тогда посмотрите, следующая карта – десятка пентаклей. Это карта как и материального благополучия, успеха. Эта карта также говорит и о личной жизни, о благополучии в доме, в семье, в вашей паре, согласовании каких-то важных бумаг по недвижимости, может быть, и связанные у кого-то с переездом, или вы планируете таковой. Значит, документы, бумаги, все у вас будет на переходе. Февраль, где-то март. По крайней мере, если даже вы в этот период не решите что-то, но вы точно будете видеть стратегию и тактику. Здесь самое главное – переложить ваши желания в какую-то конкретную плоскость. Но уже итог подводит более чем такой воодушевленный десятка пентаклей. Тут и деньги, и взаимоотношения. По сути дела, это карта надежности по максимуму. А туз мечей, я всегда говорю, выход из лабиринта. У каждого свой лабиринт, согласитесь. Но у вас именно на переходе февраля и марта может решиться даже не один, а несколько каких-то злободневных вопросов. Но от вашего правильного решения, от правильного видения ситуации, где-то и высшие силы помогают. У вас, обратите внимание, 2 шестерки. И всегда 6 – это победа. По нумерологии вся наша активность, она проходит в 6 стадий. И единица – это как начало, двойка – продолжение и где-то баланс. Ну, уже и дальше идет. И последнее вот число 6. И это всегда в колодах Таро – это победа. Здесь сама по себе эта карта победителя, а это карта финансового успеха. Ну, очень даже такие приятные карты. Но помните, от ваших действий все зависит. От чего вы можете отказаться или что вы будете переделывать? Ну, может быть, у вас будут вопросы по части, кстати, да, недвижимости, переезда, поездки куда-то или встречи с человеком. У вас может появиться такая возможность, как, например, начать новое дело, приступить к новой работе или для себя начать строить карьеру. Потому что по рыцарю Пентаклей очень часто проигрывается, я называю эту карту марафонского забега. Когда мы будем заниматься любимым делом лет 10-20, или мы начинаем какой-то проект, может быть, даже с нуля, но потом при должном терпении и внимании мы добьемся того или тех высот, которые мы себе наметили. Одним словом, исполнение мечты. Но карта это тоже добавляет искусство мелких шагов. Будь готов корректировать планы. Это первое. И второе, от чего вы откажетесь или что вы будете переделывать. Тут действительно вы можете решить какой-то финансовый вопрос, когда вы словно в финансовом тупике, или у вас брешь финансовая, потому что по аркану рыцарь Пентаклей есть тот человек, который вам придет на помощь, даже если это необходимо
финансовую. Я не говорю, что это безвозмездные деньги, но, по крайней мере, какую-то, ну, как пункт финансовый вы сумеете закрыть. По деньгам февраль, март, при должном внимании, ну, да, даже не один вопрос финансовый вы можете решить. Вы можете для себя даже, как я уже говорила, и стратегию финансовую на будущее пересмотреть. И это будет для вас победа. Причем очень значимая, которая принесет иное качество жизни. В чем ваша сила, какие добрые энергии вам помогают? Вот вам какую-то проблему нужно решать совершенно по-другому. Или вам помогает, когда вы не повторяете какой-то шаблон. Или не действуете теми методами, которые применяли раньше. Карта просто кричит об этом. Обратите внимание. Девушка ходит вдоль забора. И о чем она думает? Ну, сразу нам понятно, правда? Как попасть вот в эту маленькую дверь? А вам нужно думать не как попасть в эту дверь. Ну, предположим, да, переложите свою ситуацию, обстоятельства, то, о чем вы сейчас думаете. То есть нам художник демонстрирует. Мы понимаем, что ни дверь не вырастет, ни девушка не уменьшится. А с другой стороны, если вот таким хладнокровным взглядом посмотреть на эту карту, то совершенно очевидно. Зачем тебе в эту дверь? Тебе проще перемахнуть забор. Ну, тут как будто нужно поставить другую концепцию, альтернативную. Не так вот вопрос рассматривать, как мне попасть вот в эту дверь, она маленькая. А мне нужно попасть не в дверь, а вам нужно попасть в то пространство, которое находится за этим барьером. Итак, вот такой прыжок в будущее или квантовый скачок. Думайте как-то по-новому, думайте альтернативно, ищите какие-то новые способы. В этом ваша сила. Что же будет дальше? Еще одна шестерка, вот так. Ну, шестерка кубков – это может быть своеобразная победа в личной жизни, может быть какие-то договоренности с вашим партнером по браку, или может как дружба. У кого-то встреча, планирование встречи с человеком, с которым вы на расстоянии. Вот я такое тоже могу предположить. Или вы можете случайно встретиться, вы можете списаться, например, с каким-то другом, подругой. Или, может быть, действительно у вас отношения на расстоянии, и вы будете продумывать до мельчайших деталей, чтобы эта встреча не сорвалась. И, скорее всего, вы встретитесь. У кого-то из вас, мои дорогие козероги, если вы человек семейный, у вас, может быть, есть буквально внуки, дети. Здесь тоже может быть какая-то важная встреча, но всячески благоприятная карта, когда мы находимся в окружении любимых людей. И для кого-то из вас это просто будет говорить карта о том, что есть какие-то отношения, которые следует продолжать, за ними будущее. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.